Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина. Я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на оракуле «Ведьмина кухня». Вот такой оракул замечательный. На такую тему: устроитесь ли вы скоро на работу, буквально в ближайшие месяц-полтора, и все ли будет нормально, как все пройдет. То есть это для тех расклад, кому нужна работа, да? Кто сейчас ищет работу, устраивается на работу, старается ради этого. То есть это именно для тех людей расклад. И у нас с вами будет 3 позиции. Нет, 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Это гадание будет небольшое, кратенькое, просто именно такой обзор, да. Устроитесь ли вы в ближайший месяц-полтора на работу, и там как эта работа будет у вас дальше развиваться. То есть это гадание, оно у нас с вами без каких-то, знаете, там обозначений, что без вашего идентификатора, да, а просто вот сейчас вы человек, который ищет работу, то есть тут определенных идентификаторов и не нужно. Итак, давайте перемешаем нашу колоду и разложим 4 позиции. То есть все просто. Первая карта будет как раз-таки, насколько удачно у вас идет поиск работы, то есть в ближайший месяц-полтора сможете ли вы найти хорошую работу для себя. То есть это уже самая первая карта и будет для вас. Сможете ли вы найти работу, да, в ближайший месяц-полтора, которая вам будет, конечно же, нравиться, устраивать. То есть это та карта, которая и отвечает на наш вопрос. Устроитесь ли вы на работу? Итак, обозначать я буду позиции, как вы уже понимаете, туфлями. Первая позиция. Вторая позиция. Даже если вы мужчина, я думаю, что вы можете выбрать свою позицию. Ничего страшного, да, в этом нет. Уронила туфельку свою. Сейчас подниму. Ой. Итак, третья позиция. Извиняюсь. И 4-я позиция. То есть вам нужно выбрать туфлю по душе, да? Даже если вы мужчина, вы можете выбрать туфлю. Итак, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите уже на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Итак. Давайте уберу сюда. Итак, устроитесь ли вы на работу в скором времени? Скорое время — это у нас ближайший месяц-полтора. То есть получится у вас или не получится, да, я так понимаю. Итак, первая туфелька у нас. Самая первая позиция. И смотрим первую карту. Первая карта — это устроитесь ли вы как раз-таки на работу, найдете ли вы себе работу по душе, да. И мы здесь видим карту мед. Это карта, так скажем, амброзии, пищи богов, да. Мед — это пища богов. Соответственно, мед — это всегда был символ богатства, символ исцеления, радости, счастья, наслаждения. И действительно получается так, что в ближайший месяц-полтора вы найдете работу, которая для вас будет сладкая-сладкая. Вот вообще, конечно, это очень хорошая карта. Мед — это настоящая карта благословения для вас, потому что, если уж такая хорошая карта выпала, конечно, работа будет для вас самая лучшая. Мед символизирует изобилие, то есть вот он уже много тысяч лет, люди перед ним поклоняются, да, он объект поклонения, и много тысяч лет он символизирует у людей все самое лучшее, то есть самые лучшие ассоциации. Подсознательно, когда вы смотрите на карту мед, то есть вот вы же уже понимаете, да, что это символ богатства, символ процветания, символ того, что будет сладкая жизнь. И опять же, да, мед он лечит. Вы же знаете, что им даже
бальзамировали тело. То есть им можно законсервировать тело, да. Когда мы мед на лицо накладываем, да, там с масками, с какими-нибудь на волосы, он всегда старается омолодить вас. То есть там вот такие вещества, которые омолаживают и улучшают состав. Поэтому здесь, я думаю, может быть, даже и работа ваша будет как-то связана, например, с медициной, с фармакологией, с косметологией, с какими-нибудь, может быть, салонами красоты. Также мед может символизировать пищевую промышленность, магазины. Также он может символизировать всякие, там, я не знаю, компании, которые производят что-то такое сладкое. И, соответственно, да, это очень хорошая работа. И просто очень высокооплачиваемая работа. Ну и давайте посмотрим, а приживетесь вы ли на этой работе, то есть все ли будет хорошо у вас с этой работой или нет. А вот здесь у нас уже выпал с вами чеснок. Ну, вообще вот чеснок. Чеснок это уже не такое сладкое, как мед, да? И я понимаю это так, что... Ну, скорее всего, высшие силы защищают вас. То есть вы же знаете, что амулеты из чеснока защищают от вампиров, от всяких темных сил. И вот высшие силы, они вас защищают на этой работе. То есть, получается, значит, есть от чего защищать. Может быть, кто-то пытаться будет смотреть дурным глазом на вас. Может быть, у вас будут там конкуренты, кто-то тоже хотел на ваше место. Или просто... Ну, там, человек недоброжелатель, да, кому вы не очень сразу понравились. И высшие силы, они на вашей стороне, вы приживетесь на этой работе, вы сможете на ней долго работать, но вот как будто вам защитный амулет нужен, знаете, вот как защита какая-то. И также иногда чеснок может символизировать тот факт, что на работе много инфекций. Ну вот знаете, если это больница, да, допустим, мед символ больницы в том плане, что он исцеляет, а чеснок защищает и исцеляет, да, то есть, опять же, символ того, что в этом месте много как инфекций, но у вас есть защита какая-то. Может, даже собственная иммунная защита, или вообще какая-то защита, да, там от духов, от злых или от какого-то зла, там оберег, может быть. Ну вот талисманы там вам нужны, конечно, на работе на новой. И вот мое мнение, что да, вы приживетесь, сначала работа покажется сладкой, изобильной, потом вы поймете, что да, на ней есть свои нюансы, не такая она самая там обалденная, но работать на ней вы будете, и вам будут платить неплохую зарплату. Вот. И высшие силы, да, они вас будут при этом беречь. Ну, вот такая вот у нас прям интересная первая позиция получилась. А мы с вами идем дальше. Мы идем дальше. К позиции номер 2. Как вы помните, это такая у нас была босоножка. И первая карта у нас с вами, это получается... Найдете ли вы работу именно в ближайший месяц-полтора и устроитесь ли вы на нее. Вышла карта Роза. Ну, это карта романтики, да. Получается, вы можете по этой карте найти работу в ближайший месяц-полтора. Это очень такая нежная карта. Она символизирует именно романтику, любовь и все такое хорошее. И, соответственно, значит, работа будет вам сильно по сердцу. Вы буквально в эту работу, ну, можно сказать так, что влюбитесь. Так выходит, влюбитесь именно в эту работу. Она вам будет самая лучшая, самая красивая, замечательная. И получается, что на этой работе вы будете довольно счастливым человеком, то есть себя счастливо чувствовать, да? Ну, Роза, она еще показывает большую любовь, и может быть не только к работе любовь, а может быть так, что на работу вам поможет устроиться человек, который имеет к вам недвусмысленный интерес. А может быть такое даже, что ваш муж, например, как-то поможет в устройстве работы, или жена. Также Роза здесь показывает, что тот человек, кто принимает вас на работу,
испытывают к вам сексуальный интерес, там, какую-то романтическую увлеченность вами. То есть всегда в этой карте, в этом растении розом есть все-таки любовный подтекст, и, соответственно, вы понимаете, что она выпала здесь со своими романтиками, любовями, там, да, не просто так. То есть нужно здесь понимать, что ваша работа и личная жизнь каким-то образом могут быть в будущем связаны между собой. Потому что, могут даже, знаете как, если вы женщина, на работу вам приносить букеты цветов, может быть, букеты роз. Или какой-то мужчина на новой работе может начать за вами прям таки ухлёстывать, ухаживать. А если вы мужчина на новой работе, так может быть, что вам понравится начальница или сотрудница, или тот, кто вам помог туда устроиться, да, и вы уже будете так намекать, может быть, ухаживать за кем-то, там, дарить подарочки. Вот видите, какая интересная эта карта. Она, конечно, здесь показывает, что да, работа и личная жизнь пересеклись. Хорошо, а надолго ли вы там задержитесь-то на новой работе? Что там дальше-то будет? Имбирь, большая сила. Давайте покажу поближе. Большая сила. Тут у нас и пряники, и, значит, эль имбирный, и домики пряничные, и пряничные человечки. То есть такая романтичная. Опять же, карта немножко такая, и чуть-чуть с намеком на Рождество, на Новый год. То есть, мол, если вы сейчас устраиваетесь, даже если через год Рождество, Новый год, все равно до этого момента уж точно отработаете. Если там через 2-3 месяца Новый год, Рождество, значит, переживете это замечательное время на этой работе уж точно. То есть намек даже может быть вот в этом смысле. Но также имбирь — это просто сила, это невероятная мощь, это гигантский иммунитет. То есть на этой работе у вас будет свой иммунитет. И что такое иммунитет? Это когда есть естественные функции организма, которые защищают вас, да, вот, значит, у вас есть психические функции, которые вас защищают на работе от любых стрессов, или вы стрессоустойчивы. И также есть другой вариант, что кто-то вас защищает, оставляет на этой работе, являет вам свою протекцию, опять намеки пошли, да, на какие-то отношения, как будто бы недвусмысленный интерес. И, конечно, сила, то есть вы обретаете на этой работе силу, вы как рыба в воде чувствуете себя там на этой работе, понимаете? Именно чувствуете себя вот в своей тарелке, мол, могу делать все как надо, по правилам, и у меня все получается. То есть вы себя будете вот так ощущать. И значит, эта работа для вас очень перспективная и денежная. Плюс с каким-то видом на романтику. Ну, такая вот у нас позиция номер 2. Такая неплохая позиция, мне тоже понравилась. Прям-таки понравилась. Хорошо. Давайте посмотрим нашу третью позицию. Какой там у нас был башмак? Вот этот, кажется, да? Итак, тут у нас сирень, я так понимаю, что ли, изображена. Третий башмак. Что у нас тут? Лимон. Устроитесь ли вы на работу в ближайший месяц-полтора? Лимон. Ну, конечно, устроитесь, но вам нужно по этой карте, судя, обязательно быть соискателем этой работы, очень активным. То есть вот вам нужно понять, что никто не придет, значит, к вам домой, не постучит в дверь и не скажет: «Привет, я хочу взять тебя на работу, ты, наверное, меня очень давно ждешь». То есть такого, конечно, здесь быть не может, правильно? И значит, вам нужно что делать? Быть соискателем. Соискателем для того, чтобы работочку-то свою найти. И причем-то стараться-то на всю катушку нужно, бороться, прилагать усилия. И тогда в ближайшие месяц-полтора вы точно работу найдете. Вам будет хороший ответ по резюме. Резюме нужно рассылать очень активно.
Лимон, он никогда не предполагает, чтобы все было задарма, да, вот просто так в руки пришло и все. Он предполагает все-таки, что нужно как-то бы поработать, как-то стараться, да. Ну и также здесь у нас лимон – это символ кислости, кислоты. Вы должны это отдавать себе отчет, что, конечно, вам кисло искать работу. Конечно, может быть, не так уж нравится. И может быть какая-то боль в душе, гнев в душе, что вот я тут, значит, как на паперти стою, да. Но возьмите и подумайте об этом иначе. Попробуйте очистить свой разум от негативных мыслей. Вы сразу поймете, что работа, она найдется, все будет хорошо. Между прочим, лимон часто придает человеку больше оптимизма, веры в будущее и защищает от проклятий, да, от каких-то низших энергий, от злобы, от гордыни. Поэтому вам нужно понять, что если вы ищете работу, вы ее можете найти. Главное не применять негативных чувств. Никаких кислостей у вас не может быть по отношению к тому, что вы ищете для себя работу, понимаете? Никакой кислоты не применяйте в этом, потому что вы же обычный человек. Мы все, бывает, ищем для себя работу. Ну, что теперь делать, да? То есть вам нужно взять и смириться с тем состоянием, что вы ее ищете. И тогда лимон будет работать на вашей стороне, да, так скажем, и вы очень быстро найдете работу, потому что вы человек, наверное, хороший, специалист хороший. Просто немножечко вот вы как-то взяли и в негатив ударились, скорее всего. Закислели, да? Хорошо. А задержитесь ли вы на новой работе? Между прочим, лимон часто и иммунитет поднимает, и дает бодрость духа. Вот. Задержитесь ли вы на новой работе? И у нас тут вышла мята. У вас так интересно, заметили, такие лечебные растения выпали. Лимон и мята, они обычно от нервов и от простуды, правда же? Ну, в любом случае, здесь, я так понимаю, что мята, она не просто так, она не только здесь помогает защитить вас от инфекций, да, или от нервного стресса. Она показывает, что вам нужно говорить ясно и четко на работе. То есть вы задержитесь там, вы сможете там долго работать, но только если будете доносить ясно информацию до сотрудников и начальства. Вот это сразу же. И также, конечно же, стрессы, да, то есть если вы будете продолжать быть стрессоустойчивым человеком, ясно мыслить, не вдаваться в паники, не подвергать себя каким-то гневным мыслям. Вот у вас обе карты показали, что вы сейчас немножко негативите. И если вы на работе устроитесь и продолжите негативить, ну, тогда как вы там задержитесь? Вас будут ценить за то, что вы, наоборот, очень такой приятный человек. И, соответственно, проявляйте добро как сотрудникам, проявляйте добро к начальству, к клиентам. И вы увидите, как долго вы, конечно, сможете там работать. Доход по этим картам, в принципе, средний. Сказать, что он сильно высокий, я не могу. Но, по крайней мере, в бедности, голодая, вы не останетесь точно. Поэтому просто вам нужно немножечко вот себя брать в руки. Вы как будто бы на пределе сейчас. Расстроены я не знаю, или вот просто, может, думаете о себе, что вот не могу найти работу и не смогу, да, или еще что-то такое. Сможете, конечно, все будет хорошо. Ну, вот такая позиция номер 2. Ой, номер 3. Извиняюсь, номер 3. Так, а мы идем дальше к позиции номер 4. Найдете ли вы в скором времени работу и устроитесь, да? Ближайший месяц-полтора мы рассматриваем. И первая карта как раз отвечает на этот вопрос, устроитесь ли вы на работу. И вышел у нас лавровый лист. Ну, смотрите, лавровый лист намекает, что тут кошелечек, да,
мол, без помощи тебе не обойтись. То есть вам сложновато. Может, по вашей специальности найти работу так быстро, как вы хотели бы. Может быть, в связи с какой-то спецификой, там, например, направленности, деятельности, места жительства, времени года, географического положения, что угодно. И значит, вот вам сразу же эта карта и это растение предлагает помощь. Мол, возьмите лавровый лист, напишите на нем ваше желание, положите в кошелек. Да, кошелек тут не зря изображен. И тогда вы найдете работу очень быстро. То есть вам нужно заклинание, вам нужен магический ритуал. И вот высшие силы этим лавровым листом вам решили помочь. Они решили подтолкнуть вас к тому, чтобы вы сделали, можно сказать, невозможные вещи, а значит, вот вам нужно совершить небольшой ритуальчик. Вы просто поговорите с лавровым листиком, загадайте желание, напишите на нем, положите в кошелечек и забудьте. И вы увидите, как быстро исполнится это желание. Вы найдете работу еще быстрее, чем даже вы думаете. Хорошо, давайте посмотрим, а закрепитесь ли вы на этой работе и будете ли вы там долго работать, то есть останетесь ли вы там или нет. Хорошо, давайте теперь размышлять, потому что вам выпали, получается, водоросли. Такое ощущение, что эта работа раскрывает ваш потенциал, ваши способности, но... Может быть, вам нужна энергия воды. Может быть, вам нужно проявлять много... вода же это интуиция, да? Интуиции на этой работе. Чувствовать окружающих, чувствовать клиентов, чувствовать коллег по работе. То есть пытаться прочитать их внутренние эмоции, да, какие-то. И отразить их как зеркало, что ли. Или как-то попытаться помочь, может быть, вашим там коллегам или там клиентам, например. То есть, получается, вы можете закрепиться на этой работе и долго работать, но вам нужна интуиция способности, тактичность, мудрость. И вот как будто вы как тонкий психолог какой-то должны быть на работе, понимаете? Чтобы не нарушить вот какую-то, как сказать, не перейти какую-то грань тонкую, которую вы легко можете переступить, понимаете? Здесь нужна вся ваша, не знаю, коммуникабельность, что ли. По-другому даже сказать не могу. Закрепиться можете, но чуть что, вот как будто бы может все пойти прахом. Вот. Поэтому будьте осторожны. Вот такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.